След его потерялся в истории. Хотя мы, конечно, знаем, он всегда с нами. Он жив, ибо он бессмертен, и воля его вечна. Отец же бессмертен. А значит, по идее, он должен быть все еще живой. Окей, новые сильные вопросы. Что организация хочет от меня? Ничего, стандартная процедура после ликвидации. В этой линии не должно остаться ни одного живого существа. Это буквально цитата диалога с предыдущей серии. Какого черта? Организация, что ты такое? А еще вот это. Организация ищет не только тебя, но конкретно здесь и сейчас. Вот это вот сейчас. Ты единственный. Признаться честно, я даже не знаю, за что конкретно зацепиться. Нам кинули информацию, которой требуется еще информация. Иначе такое трудно обработать и сделать правильные выводы. Как говорится, будем посмотреть. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы боимся выйти на улицу. Очевидно, что слова про организацию, про попытку убийства и поиск примерно таких же, как и я, это никакая не шутка. А это означает и то, что фраза «скоро патрульные дроны вернутся в этот квартал» говорит об опасности, которая для меня, полностью безоружного, звучит примерно как «если выйдешь на улицу, умрешь». Лолошка не зря захотел сделать что-то, что позволит сбивать эти дроны. Вот только вопрос, речь про пушку или какой-нибудь меч? А я, наверное, даже гадать не буду. Сделаем самый первый деревянный меч, сила 4, ловкость 4, пусть будет на всякий пожарный. Ну что ж, еще один прекрасный день в этом прекрасном мире. Да. Может быть, когда-то этот мир, мой мир, действительно и был прекрасным. Но судя по тому, что я успел увидеть, здесь все примерно так же, как и в остальных мирах. А если присмотреться хорошенько, то все одно и то же, только обертка разная. Но ладно, не будем о грустном. Все эти несовершенные миры все равно имеют право на существование. А этот мир кто-то этого права лишил. Кроме того, кто-то пытается отнять и мое право на существование. И вот с этими ребятами у меня какой-то открытый конфликт интересов. Вчерашний разговор с Лай, честно говоря, дал мне очень мало информации. Но те крупицы, которые мне удалось из нее выбить, это действительно важные данные. Например, тот факт, что я здесь не один. Ну, возможно, не один. Да и само существование Лаи, и то, что она обещала вернуться, все это наконец-то вселяет надежду. Хотя в данный момент важнее всего та небольшая деталь, что за мной охотится некая организация, которая почему-то пытается убить меня, избавиться, причем уже в открытую. Потому что, видите ли, в этой линии никто не должен остаться в живых. Или что-то в этом духе. Понятно, что опасность может подкрасться с любой стороны. До этого они пытались убить меня незаметно, и, пожалуй, им было бы сложнее противостоять, если бы они так и продолжали. Как можно застраховать себя от случайного обвала лестницы, да? Но теперь, когда они атакуют в лоб, я могу контратаковать. Тоже в лоб. Лая ясно дала понять, я действительно в опасности. А значит, нужно быть готовым защитить себя. Если так подумать, у меня даже оружия никакого нет. Надо исправлять это. И это должно быть настоящее оружие. Что-то, с чем можно противостоять даже дронам. Главное не влипнуть в неприятности, пока не обзавелся каким-нибудь мощным огнестрелом. Где это мой новенький исследовательский модуль? Ты хочешь создать огнестрел? Хо-хо-хо-хо. Вот тут я доволен. Наверное, тогда деревянный меч убираем и тут же проверяем. При помощи катсцены, я понял. Открыто новое исследование «Бездымный порох». Отлично. Полагаю, теперь я знаю, как создать револьвер. Осталось найти материалы и компоненты. А для этого придется выйти безоружным. Так, ладно. Черт! Реально выйти. Ну,
в целом-то не страшно. Чертеж инженера, обычные патроны. Так, создает предметы. Бронебойный патрон, картечь, обычный патрон, серебряный патрон. Погоди. А я могу что-то здесь посмотреть? Я не вижу никакого револьвера. О, кстати, мастерство, точно! Давай сразу завершим. И теперь я получаю, ну-ка где? На 80% больше опыта. Так, далее нам нужно, получается, выйти на улицу и посмотреть, что у нас вообще происходит. Неужели там реально сейчас летают дроны? А, ну и, кстати, вот они, эти самые патроны. Обычный, далее бронебойный. Все это создается при помощи чертежа инженера на верстаке инженера. Ой, погоди, а верстак-то у меня где-то был. Вот он. Я все время таскаю его с собой. Но, с другой стороны, этот стол у меня и здесь есть. Подожди. У меня тут, оказывается, уже все положено. И я сейчас создаю, бронебойные патроны, картечь, обычные патроны. Принял. Тогда одеваемся и проверяем. О, лампочка горит. Это означает, что там что-то будет. Черт, пожалуйста, только не кислотный дождь. Пожалуйста. И это... О, какое яркое, теплое солнце. Ну, просто благодать. Хотя... Ладно, пожалуй, слишком яркое. О, что-то мне жарковато. О! Черт возьми! Нет! Ну, блин, это новая аномалия. Ну, то есть, аномальная погода. Так будет правильней сказать. Очумелые ручки. Я понял, долго под солнцем не находимся. Давай сразу сюда. И вот здесь более-менее замечательно. Так, ладно, чертеж инженера. Что мне в итоге нужно? Обычные или же бронебойные патроны? Ну, допустим, пустая гильза. Это что? Это просто медь. Фу, тогда не проблема. Еще другая проблема. Этот консервированный суп заканчивается очень быстро. Ищется очень долго. Тепличный модуль — это, конечно, удобно, но в любом случае нужно пополнить запасы. Умереть от голода, когда тебя пытаются убить более изысканными способами, это как-то слишком банально, что ли? Ага, ну вообще у нас много супа, поэтому не то чтобы проблема. Так-то я услышал, найти больше супчика. О! Если садится солнце, то не жарко. Ой, как удобно. Все, я понял, в эту аномальную погоду ночь — это наш друг. Я запомнил. Короче, самое-то важное, что нам еще и револьвер нужно создать. Я не думаю, что это прям тяжело, потому что вот это тупо сталь. Далее вот это тупо сталь. Вот это у нас тупо сталь. Это еще что такое? Билет? Да, действительно, билет. Так, а ну-ка поднять. Особый звездный пропуск. Прямой билет на Звездный экспресс с координатами конкретных миров. Подходит для пассажиров, которые просто хотят добраться из пункта А в пункт Б. Это же звучит как Ханкай Стар Рейл! Дамы и господа, все верно! Ханкай Стар Рейл! Мультиплатформенная космическая фэнтези-РПГ от Hoyoverse. Да-да, тех самых, кто создали Genshin Impact. О, Ханкай Стар Рейл, всемирный успех! За год количество скачиваний более 150 миллионов! В данной игре также более 50 уникальных игровых персонажей. Каждый обладает своим характером, историей. И, внимание, все они ждут вас прямо сейчас! Кстати, прямо сейчас в игре проходит второе глобальное обновление. Вышла версия 3.0 Пиан Воскресающей Земли. В данной версии вас ждет множество новых событий, новые реликвии, новые противники, новые локации и новое захватывающее путешествие в уникальном мире Амфориус. Мире, созданном на мифах средиземноморской цивилизации. Вы сможете насладиться пейзажами и невероятной архитектурой. Но прямо сейчас этот мир переживает не самые лучшие времена. Титаны, которые были опорой и защищали этот мир, впали в безумие. И именно поэтому Амфориус ждет героя! Героя, который спасет этот мир! Ну, то есть Амфориус. Именно ты можешь стать этим героем. Кстати, в версии 3.0 появился новый эксклюзивный 5-звездочный персонаж — Аглая. Аглая — персонаж электрического типа, идущий по пути памяти. Богиня и символ города Охима. В сражениях с врагами Аглая является грозой для врагов, а для союзников полезным командным бойцом. Она умеет призвать духа памяти Швея и применять совместные атаки. Но и это еще не все. Во втором баннере версии 3.0 вернутся 3 популярных персонажа: Зарянка, Серебряный Волк и Будхил. Обязательно входите в игру, чтобы получить наряд для Март 7 и 10 особых звездных пропусков. Но и это еще не все. Заходите в игру 7 дней подряд, чтобы забрать еще 10 особых звездных пропусков. 20 прыжков ждут вас.
А активировав мой промокод, вы получите 50 звездных нефритов. До встречи в игре. Ссылка в описании. Ладно, смотрите, для револьвера у меня стали вроде как много, но этого недостаточно. Поэтому мы сейчас берем немного железа, 38, убираем все ненужное, добираем немного обычного и коксового угля. И вот сейчас самое неочевидное. Мы впервые используем модуль переработки. Тот самый, который создали, но до сих пор не использовали. Получается, это железный слиток и коксовая пыль. А коксовая пыль это, ну, получается, коксовый уголь. Хорошо, запихиваем. Прикольно, так быстро все сделалось. Да, реально коксовая пыль. Но подожди, я 9 закинул. Не? Где все остальное? А ну-ка, давай работай, черт возьми. Оно, видимо, не со 100% шансом дает. Не, во, 4 штуки просто подобрались. Ладно, попробуем еще раз. И вот теперь сделалось. Окей. Подскажите, как выглядит дуговая печь? Я, честно говоря, ни разу не использовал. Может быть, вот это? Типа железо. Далее коксовая пыль. И... оказывается, все намного проще. Мне не нужна коксовая пыль. Мне нужен просто коксовый уголь и вот эта печка. Мы кладем железный слиток, и все. Сталь начинает делаться. Но как же это долго? Тут, благо, у меня 2 такие печки. Может быть, даже еще какая-нибудь найдется. А вот это что такое? Погоди-ка. Могу ли я положить, например, вот сюда? Нет, видимо, здесь не работает. Тогда у меня действительно 2 печки, которые очень долго создают сталь. Но, как вы понимаете, много-много стали мне не надо. А учитывая, что какая-то часть у меня уже там валяется, погнали делать револьвер. Все, господа и дамы, револьвер готов. Вот. Да, замечательно. Теперь я буду чувствовать себя увереннее и защищеннее. Но все равно нельзя терять бдительности. Атаковать могут неожиданно и каким-нибудь новым способом. У меня уже была уникальная возможность наблюдать многообразие методов убийства, которые практикует эта организация. Тем не менее, я не могу просто сидеть без дела. Помнится мне, я так и не смог как следует осмотреться в том странном бункере, который находится под магазином игрушек. Кажется, я видел там какой-то... блокнот или дневник. Блин, точно не помню. Надо попробовать покопаться в ящиках стола. Или еще где-то. Наверняка найдется какая-то информация о владельце. Пока что ясно одно. Этот владелец немного... ну, странный, наверное. Но, возможно, он что-то знал. Скорее всего, он был одним из немногих, кто был готов к... вот этому концу света. Пока что это моя самая осязаемая зацепка. Если что, Лаю искать смысла нет. Я все равно не найду ее. А вот она обещала связаться со мной. Опять же, в какой-то момент. Может быть, через нее и удастся узнать хоть что-то об организации, но пока что в бункер сумасшедшего... ученого? Игрушечных дел мастера? Ладно, или просто сумасшедшего. Задание бункер Дока Дроссельмейера. Что? Повторно исследовать бункер. Разузнать что-то о хозяине бункера и, возможно, о случившемся в этом мире. Самая веская зацепка, которая у меня есть на данный момент, это второй бункер, который мне удалось найти благодаря мной уже собранной антенне. Какой я молодец. Если быть точнее, это единственная зацепка, за которую я могу ухватиться и предпринять хоть какие-то конкретные действия. Вот именно эти действия и предприму. Так, ладно, хорошо. Подожди, а револьвер в итоге? Как им пользоваться? У меня ж патрон-то нет. Мы ничего не создали. Мне нужен обычный патрон, а это гильза, это порох. Ну у меня все есть, погоди. То есть просто гильзу добавляем. И вот оно. Обычный патрон. Всего лишь 4 штуки, но хотя бы что-то. Далее обязательно чистим инвентарь, берем экстренный аккумулятор и, скорее всего, надо взять еду. Из моих огромных запасов остается менее стака. Черт, как же быстро тратится. Напомню, что в том втором бункере мы действительно увидели то ли блокнот, то ли какую-то книжку, но когда мы ее взяли в руки, мы услышали кого-то сверху и просто не успели посмотреть воспоминания этого блокнота. Так что сейчас мы это обязательно сделаем, но вопрос. Есть ли у меня порох? Просто если я собираюсь делать обычные патроны, мне нужно не только свинец и гильза, но и где-то брать порох. Обязательно теперь будем следить за порохом, но вопрос. А что с моим персонажем? Почему он такой покоцанный? А ну-ка. Вот. Не совсем понятно, почему он был покоцанный. Неужели из-за жары? Это плохая погода, если так подумать-то. Которая, кстати, походу закончилась, потому что больше тут ничего не светится. Ладно, я в целом более-менее доволен. Надеваем скафандр и... погнали.
Всем привет. Да, вроде бы обычное солнце. Никакого прям огромного пылающего шара я больше не вижу. И вообще эти аномальные погодные явления скоро сведут меня с ума. Хорошо, не тратим много заряда, просто побежали. А, черт, просто чтобы добежать минус 20% заряда. Ну куда так много-то? Так, здесь ничего нового не появилось. Опа! Я помню, здесь была утка. Да-да, я ее 100% подобрал, это была сломанная утка. А сейчас здесь песик. Как по мне, это правда важная деталь, на которую стоит обратить внимание. Я замечаю, что некоторые вещи, типа, которые я уже трогал, просто взаимозаменяются. Здесь ничего нового, окей. Но тут точно была утка. Ладно, я все еще иду в этот бункер. Он, кстати, более-менее открытый. Так, давай быстренько, аккуратненько. Здесь кто-нибудь есть? Всем привет. Так вот, да, взять блокнот. Ну-ка. Да, воспоминания действительно есть. Итак, братья и сестры, сегодня я пришел поделиться с вами необычайной новостью. Не новостью, но событием. Со мной на контакт вышел сам отец. Чего? Папа, что ли? Братья и сестры, мне кажется, вы меня сейчас неправильно поняли. Возможно, вы решили, что я использую метафору, что со мной случилось нечто такое, что я почувствовал, будто говорил с самим отцом. Но нет, я говорю прямо, без метафор и иносказаний. Я его видел и говорил с ним. Ну что вы... Ай. Можно? Мы ведь все знаем, отца уже очень-очень давно никто не видел. След его потерялся в истории. Хотя мы, конечно, знаем, он всегда с нами. Он жив, ибо он бессмертен, и воля его вечна. Скоро мы узрим его. Но в пророчестве сказано, что это случится совсем не так, как ты говоришь, старик. Согласно пророчеству, однажды он предстанет перед детьми своими, спустившись с неба, и дарует нам, наконец, свою благодать. И долгожданное очищение наконец-то наступит. Очищение наступит. Ну так вот скажи мне теперь, зачем ты пытаешься перетянуть на себя одеяло? Зачем ты выдумываешь какие-то байки? Якобы видел его. Он должен явиться всем своим последователям, согласно пророчеству. Ты, как всегда, пытаешься поставить себя выше всех остальных. Да, Зачем же это делать? Ребята, это ведь неправда. Я никогда не хотел ставить себя выше вас. Наоборот, я только помочь хочу. Кристель, прошу. Да. Я не думаю, что наш дорогой Иоганнес что-то делает со злым умыслом. Он же славный малый, погляди на него. Да, ребят, вы чего? Иоганнес, просто... Ну, мы все знаем, ты немного того. А? Чего? То есть вы правда сейчас думаете, что я сумасшедший, да? Нет, не может быть. Да подождите же, ну выслушайте же меня. Он сам связался со мной. Да, Иоганнес. Слушай, старик, мы уже поняли. Ты окончательно спятил. Да, Иоганнес, ты уж правда прости нас, но все твои истории сначала про бункер, теперь уже и про отца. Но это бредово звучит же. Ты это, только не обижайся, не надо. Что? Ребята, я сейчас не могу поверить, что слышу это от вас. От существ, которых общество клеймит сумасшедшими за их веру. Сколько разговоров у нас на собраниях было про то, что все они могут говорить, что хотят. Но мы знаем, что мы не сумасшедшие. И мы друг друга всегда выслушаем, всегда поддержим. Ведь мы есть друг у друга, а больше никого у нас нет. Ну неужели даже ты не веришь мне, Кассерлин? Ой, да ты уж прости, Иоганнес. Ну правда, бред какой-то несешь. Ну, друзья, Да. Ладно, я все понял. Вот так вот, Вау.
Это было мощное воспоминание, и самое главное, оно было не про последнюю минуту. То есть не перед их исчезновением. Долгожданное очищение наступит. Боже, вот тут я, наверное, сейчас должен кое-что пояснить. Ребят, в сезоне Сердца Вселенной главный антагонист, отец, которого зовут Тадмавриэль, во главе со своими фанатиками создал церковь под названием Очищение. Эта церковь исповедовала религию, которая тоже называется Очищение, и суть ее в том, что ты должен заразиться вот этой непонятной фиолетовой заразой, чтобы примкнуть к религии. Только так ты открываешься на все 100%, тебе открывается истинная вера, и ты отдаешь всего себя Отцу. Но, я напомню, да, в конце Сердца Вселенной Отец действительно был супер силен. Он не мог выбраться из Архея, потому что он был запечатан, но в самом Архее силы его были безграничные, он был бессмертен. Единственное, как мы могли ему противостоять, это лишить подпиточной силы. То есть, получается, теперь, когда прошло, ну сколько, я не знаю, десятки тысяч лет, сам Отец перестал запитываться силой, и, скорее всего, его вот эта многомиллионная силушка исчерпалась. Но, черт возьми, даже спустя все эти годы у Отца есть последователи. Это очень интересно, потому что я не совсем понимаю, как это вяжется с организацией, как это вяжется с смотрящим. Так много вопросов, и они такие интересные. Короче, скажу честно, я верю этому владельцу блокнота. Со мной на контакт вышел сам Отец. Братья и сестры, возможно, вы решили, что я использую метафору, но нет, я говорю прямо, без метафор и иносказаний. Я его видел. Я говорил с ним. Если Отец живой, ну просто я, опять же, если я верю, что он каким-то образом связался с этим владельцем блокнота, то где сейчас находится Отец? Напомню, главная цель Отца — донести очищение во все мультивселенные. Блокнот Иоганнеса, записная книжка владельца магазина игрушек и бункера под ним. Так, ну-ка. О, так ты эльф? По всей видимости, да. Вот это вот хочется, конечно, перевести, потому что это явно какая-то важная штуковина. Возможно, это слова Отца. Типа он записал его в момент, когда он только-только услышал, что Отец ему сказал. И по итогу, что мы имеем? Обалдеть. Ничего себе. Какое яркое, сильное воспоминание. Раньше я видел лишь небольшие отрывки, и уж тем более не перемещался в пространстве, потому что я видел лишь то, что произошло ровно в том месте, где я находился. Но раньше, в момент катастрофы. А теперь такое красочное, такое длинное видение. Оно еще и перенесло меня неизвестно куда. Либо это воспоминание как-то сильно связано с этим конкретным предметом, либо видения в принципе набирают силу, и теперь будут становиться только ярче. Посмотрим. Если же говорить о содержании, то, честно говоря, я надеялся что-то дельное разузнать. А тут такие подробности. Оказывается, старина Иоганнес действительно был просто сумасшедшим. Даже его сумасшедшие друзья так считали. Впрочем, чего можно ожидать от человека, который был одержим разведением слизней? О, это, кстати, речь про Boosty серию. Да, ребят, если что, на нашем сайте Boosty, где мы выкладываем всякий дополнительный контент, вышла дополнительная серия, которую можно посмотреть прямо сейчас. И разведение слизней, о которых говорит Лолошка, это, ну, прямая отсылка на эту серию. Ладно, теперь ближе к делу. Сам факт, что церковь до сих пор существует, конечно, шокирует. Правда, судя по всему, существует она не в виде мощной религиозной организации, а в виде кучки маргиналов-сектантов, которые собираются в свободное время в какой-то каморке. Да, жалкое зрелище. И тем не менее, я понимаю их интерес к вопросу о местонахождении Отца. Действительно, я ведь как-то и не задумывался об этом. Отец же бессмертен. А значит, по идее, он должен быть все еще живой. Если, конечно, он не принял самостоятельное решение перестать существовать. Но нет. Зная Тадмавриэля, вряд ли это могло произойти, он точно не умер. В таком случае выходит, что эти ребята все-таки не последние идиоты. Хоть и помешанные. Что же с тобой стало, отец Тадмавриэль? Где ты? Попробую разыскать то место, где его обожатели собирались. Конечно, очень мало надежды, что там удастся найти что-то полезное. Вероятность невелика. Но никогда не знаешь, где можно обнаружить какую-то важную подсказку. Так, надо просто разобраться в этой теме до конца. Может быть, кстати, в блокноте что-то будет? А, так, блин, я же уже посмотрел. Ну, типа, тут не то чтобы что-то есть. Просто ничего. Опять эти непонятные письмена. Насколько я понимаю, это древнеэльфийский. Или древнеархейский.
Но откуда этот чудик знает данный язык? Видимо, он настолько помешался на отце, что решил даже выучить его язык. Наверное, это не должно меня так сильно удивлять, да? Положу-ка эту записную книжку в одну стопку с книгой из музея. Но, кстати, мне кажется, что есть тут одна вещь, которую я мог бы попытаться расшифровать. Однако заняться этим можно уже в безопасности своего бункера. Да, я тоже, кстати, вот об этом подумал. Я думаю, Лолошка говорит сейчас про вот это точка, тире, точка, точка, тире, тире, точка, точка. Типа это азбука Морзе? Не? Я могу думать только об этом. Револьвер мне, кстати, так и не понадобился. Ну-ка, я могу перезарядиться? Как это делать? А, во-во-во. Ну-ка. Сюда! Хо-хо-хо-хо! Патрончики, хорошо. Но это очень огромный поток информации, серьезно. Живой отец. Все еще живая церковь очищения. Какая-то организация. Кто-то, пытающийся меня убить. Резко пропавшие все жители города. Смотрящий, который не покидает меня. Короче, я намекаю на то, что вопросов дофигища. А больше мне нравится то, что они все скомпонованы друг с другом. Типа, это явно одна большая история. Разработчики решили построить какую-то одну огромную вселенную. И пока что это так офигенно получается. Ладно, возвращаемся. Ага, нагрудник сразу снимаем, не забываем зарядиться. Итак, прямо сейчас, я думаю, нам нужно, наверное... Ой. А, ну ладно, катсцена. Да-да-да-да-да, новая информация, структурируем информацию, это хорошо. Спасибо, Лолошка. Ну что ж, получается, опять потратил время. Пока не знаю, совсем ли впустую, но... Опять же, пока ощущение, что никакой полезной информации не узнал. Как-то надоело мне это. Пожалуйста, кто-нибудь! Лая! Джон, смотрящий! Ну дайте мне хоть какое-нибудь знание о моем же мире! И о том, что мне теперь делать! Ай... Ну ладно, пока не отчаиваемся. Надо заняться шифром. Конкретные выполнимые задачи, правильно, Джон? Ты и так говорил? Да, примерно так он и говорил. Ну-ка. Во! Азбука Морзе, я уверен. Наверное, прямо сейчас, вопреки сюжету, вопреки Лолошке, я не хочу это разгадывать. Я понимаю, что я могу зайти на какой-то сайт и, наверное, все это расшифровать. А может быть и нет, кто знает. Но вот блокноты Аганеса я положу туда, куда сказала Лолошка. Ближе к дневнику... Подожди, дневник Архея у меня здесь. Ну ладно, пусть будут здесь, в инвентаре. И вот, внимание, внимание, я упомянул, помните, серию Бусти, дополнительную серию. Так вот, прямо сейчас я покажу, что мы там сделали. Потому что грех не показать. Заворачиваем в эту комнату. И... Та-да-да-дам! Та-дам! Наше первое и пока что единственное живое существо в этом мире. Это полноценная слизни-ферма, друзья. И... Он умер? Да ладно, подожди. Он умирает и дает яйцо слайма? Или как это работает? Подожди, я не понимаю. Я не понимаю. Я знаю, что его надо кормить при помощи гнили. Но он только что не поел. Давай заново положим его в инкубатор. И сейчас он, по идее, снова будет выращиваться, да? Постепенно полосочка начинает заполняться. Когда она заполнится, появится слайми. Да, я решил назвать его слайми, потому что... А почему бы и да? А может быть, гниль надо положить не сюда, а куда-нибудь сюда? Да, вот она, еда, все. Пока что неизвестно, зачем этот слайм нужен. Как мы получили эту комнату, вы можете посмотреть на Бусти. Я думаю, что если вы можете посмотреть не на Бусти, то я не против. Типа, если вы где-то на Ютубе найдете или где-то в сливах, то не страшно. Но просто мне бы хотелось, ребят, кое-что вам сказать. Большое спасибо за то, что вы все-таки поддерживаете нас на Бусти, ибо вот это денежное какое-то вознаграждение, денежная помощь нам как никогда нужна. Возможно, точка невозврата — это действительно первый сезон, когда я вот прям с полной уверенностью могу сказать, что если бы не было Бусти, мне кажется, ну все было бы критично. Точка невозврата был бы, скорее всего, на несколько голов хуже. А учитывая, что это только начальные серии и дальше будет явно лучше, я думаю, вы понимаете, что, ну как бы... Тем более, спасибо за Бусти. Именно за это мы благодарим вас дополнительными сериями. Остается совсем немножко и... Снова появился Слайми!
Привет! Так, ты, по идее, теперь кушать будешь, да? Не эту гниль, а скорее вот эту гниль. Пусть тут будут большие запасы. И, по идее, рано или поздно я смогу выращивать еще больше слизней. Пока что максимум 3. По поводу револьвера, кстати, пойдем попробуем стрельнуть. Да, дроны я так и не увидел. Может быть, они просто редко спаунятся или что-то в этом духе. Ага. Может быть, мне нужно просто супер далеко уйти, либо дроны не появляются, потому что сейчас очень жарко. О, черт. Но все-таки стрельнуть я хочу. Давай. Куда-нибудь... Блин, ну по лиане, вот так вот. Бам! О, прикольно. Слушай, да, у меня действительно появилась пустая гильза. Ну, по дрону, наверное, было бы смачно. Сейчас меня также интересует... О! А, так у меня, оказывается, яйцо слайма появилось. Записки сумасшедшего ученого подсказывают, что гальваническая реакция между бериллом, оксидом хрома и слизью может создать новую жизнь. И в итоге из сгустка слизи, который мы получаем, можно создать еще одно яйцо. Изумруд кристалл у меня, кстати, есть. Но тут требуется 256 сгустков. О, не-не-не-не. Я понимаю, что эти слаймы, походу, в будущем мне будут что-то давать, типа опыта. В любом случае, я пришел сюда ради этого. Мастерство 1 увеличивает получаемый опыт на 80%. Чисто теоретически, как я могу это точно заметить? Если мы находим какую-то руду и используем способность. Вот так вот. На! Ну, дали мне фиг знает сколько. Ну, наверное, больше, чем обычно. Вот тут еще немного руды, наверное, она тоже даст. Вот лазурит. Ты тоже 5 даешь? Нет! Да, мне определенно за некоторую руду стали давать больше. То есть это работает. Ладно, тогда я явно не зря это прокачал. Мы просто уже почти 1500 нафармили. Раньше так быстро я бы точно это не сделал. Я прям уверен. И вот теперь я 100% уверен, что мне дают больше. Ты просто погляди, я немножко посоздавал плит, и у меня 3500 опыта. Это означает только одно. Прямо сейчас выносливость 20 уровень. Плюс 1 очко генома. Шикарно, у меня 25 левел. Так, это, конечно, все офигенно. Буквально за одну серию мы очень много информации получаем. Получаем также крутую прокачку. Слизень у нас постепенно продолжает кушать, приносить слизь. Ну и, в общем-то, будем посмотреть. На этом также будем постепенно заканчивать. Итак, что мы имеем? Отец еще жив. В этом мы можем даже не сомневаться. Церковь очищения из могущественной организации превратилась в маленькую сектантскую будку. Назовем это так. И как во всем этом замешан смотрящий, организация... Да и, черт возьми, я узнаем в следующих сериях. Хорошо, что мы сегодня дронов не увидели. Я правда доволен этим. Большое спасибо за ваши лайки, большое спасибо за вашу подписку. Вы прям, какие молодцы в этом сезоне, правда, поддерживаете нас шикарно. Я не могу это не выделить, поэтому говорю об этом отдельно. Еще раз спасибо. Если вы не смотрели дополнительную серию на Бусти, и если вы хотите появиться вот в этих никнеймах, которые вот они идут, то также можете перейти на Бусти. А с вами были Лолошка, Слайми, новая информация про отца, но не про организацию. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока, пока!